Добро пожаловать в Бодрум, город, который называют турецким Сан-Тропе, но чья история уходит вглубь веков гораздо дальше французских курортов. Прежде чем мы начнем нашу прогулку, давайте перенесемся на 3000 лет назад. Раньше этот город назывался Галикарнас, он был столицей Карии и местом, где находилось одно из семи чудес света – мавзолей царя Мавсола. Кария – это одна из самых загадочных областей Древней Анатолии. Его уникальность в том, что корейцы были интеллектуальными наемниками античности. Они служили фараонам Египта и персидским царям, но при этом сохраняли свой уникальный язык и обычаи. И вот чем же была интересна Кария. Один из интересных фактов – матриархат и амазонки. В Карии женщины имели необычно высокие права для того времени. Самый яркий пример – Артемисия I, которая командовала флотом в битве при Саламине, и Артемисия II, которая достроила мавзолей. Второй интересный факт – архитектурный прорыв. Именно здесь зародился стиль ионической роскоши. Галикарнас Бодрум был спроектирован как идеальный город-амфитеатр, обращенный к морю. Вот что заинтересовало, да? Красиво. И слово «мавзолей», как вы уже догадались, произошло именно от мавзолея царя Мавзола. К сожалению, после землетрясений и прихода крестоносцев от него остались лишь руины, но дух того великого города все еще здесь. Мы пройдем по местам, где когда-то стоял сам Александр Македонский, осаждавший эти стены, и увидим, как античное наследие переплелось с османским колоритом и современной роскошью. Сегодня Бодрум – это уникальный микс греческой эстетики, белые дома с синими окнами и турецкого колорита Эгейского региона. Вот порт уже близко. Он прямо по идее. Курс 7,45 долларов, а в евро 8,65. Традиционная эгейская архитектура, да? С голубыми ставнями, белыми домами. Мгм.
мы пришли. А вот так выглядят туристы карантин в Бодруме. И мы переходим к первой достопримечательности – крепость Святого Петра и рыцари. Это главный символ города, который виден из любой точки бухты – замок Святого Петра. Его история – это настоящий средневековый блокбастер. В начале 15 века, 1406 год, рыцари-иоанниты, госпитальеры, пришедшие с острова Родос, начали строить здесь мощный форпост. Интересный факт, для строительства они использовали блоки того самого мавзолея Мавзола. Так что, гуляя по крепости, вы буквально прикасаетесь к античному чуду света. Обратите внимание на башни. Английская, французская, немецкая и итальянская. Рыцари из разных стран отвечали за свои участки обороны. Ой, здесь еще и амфитеатр есть. В 1522 году, после того, как султан Сулейман Великолепный взял Родос, рыцари покинули и Бодрум. Сегодня здесь находится один из лучших в мире музеев подводной археологии, где можно увидеть византийский корабль, затонувший 1000 лет назад. Рядом с крепостью не забудьте заглянуть к руинам мавзолея, в 10 минутах пешком, и к античному амфитеатру на холме, откуда открывается лучший вид на замок на закате. Бодрумский замок. И Бодрумский археологический музей. Вот это масштабы. Это турецкого писателя какого-то монумент 20 века. Я думал Геродота. Здесь есть его достопримечательности. А это, кстати, не Геродот. Да, я угадал, Геродот. 5 век до нашей эры. Видишь, справа это Геродот, а слева Чувак, Шакир, Кабагачли.
справа Геродот, а слева, получается, это моряк известный, Галикар Насосский. Чувак, Шакир, Кабагачли или Кабаджачли. Не уверен, что правильно по-турецки читаю, но как-то так. Понимаю, что это, наверное, какой-то оригинальный облик, который они восстановили. Так как Геродот, получается, здесь был. Ну да, Галикарнас назывался Бодрум в его времена. И он здесь жил. Это древние фрески, наверное. Это арт-галерея здесь. Старинные надписи на греческом. К сожалению, не умею читать. Аплат, Анто, старинный. Дальше не могу читать, но по-гречески. Такие раскопки. Не, ну, поражает масштаб, конечно. Это не ордер, это, я думаю, фрески этого города. Там 3, наверное, герб города. Союзников. Да. Три союзных поселения. Вот везде три герба. Здесь, там. Там 3 герба, да. А это как символ древности. Вот крест, Город. лист какой-то, многолистник какой-то. И лев тоже видно справа. И рак какой-то тоже. 15 век, Великая Османская империя. Поразительно, вы спросите, как же рыцари-госпитальеры держались столько времени против османов? Итак, замок Святого Петра был не просто крепостью, а самым современным фортификационным сооружением своего времени. Вот 3 причины, почему османы не могли взять его более 100 лет. Первое. Инновационные стены. Когда появилась мощная артиллерия, рыцари начали строить наклонные и очень толстые стены. Пушечные ядра не пробивали их, а рикошетили. Как мы уже упоминали, многонациональная оборона. Каждая башня принадлежала определенному языку нации ордена. Английская, немецкая, французская башни соревновались в укреплении своих участков. Это была элита европейского рыцарства. Логистический узел. Замок стоял на полуострове, окруженный водой с 3 сторон. Пока у рыцарей был мощный флот на Родосе, они могли получать подкрепление и провиант морем. Османы долго не имели флота, способного полностью блокировать такие крепости. И вот рыцари покинули Бодрум только в 1523 году, и то не по причине штурма, а в рамках почетной капитуляции после падения их главной базы на Родосе. А до этого Бодрум, Петрониум, был единственным материковым форпостом христиан на территории, уже полностью занятой турками. Это был своего рода остров на суше. Для Европы того времени Бодрум был символом присутствия на Востоке. Сюда стекались лучшие инженеры и пожертвования со всего континента. Красивая подсветка здесь. Вот такой закат в Бодруме.
Вот Яличий флик, в котором мы отдыхаем. Вот здесь. Правильно? Я показываю, да? И вот вид на Черную гору от нас. Кара-Ада. А это Бодрум. Вот карта всего района. А вот вход приблизительно. Старый город. По крайней мере, какие-то старые постройки видны. Вот здесь парк. На карте так и видно было, что если через парк пройти, можно выйти. Посмотрим. После погружения в историю время сделать паузу. Так, это ресторан с видом на залив. Но никакой не вход в старый город. Мы заглянем в Трефо. Это уютное место славится не только своим кофе и десертами, но и тем самым видом, ради которого люди приезжают в Бодрум. Сидя здесь, вы понимаете, почему этот город так любят художники и писатели. Перед вами все как на ладони. Вся бухта, мачты, яхты и мерцающее Эгейское море. Вот еще одна крепостная стена. Как Битлз. Буквально в паре шагов от шумных торговых улочек находится церковь Айя Никола, то есть Святого Николая. Она была построена в 1780 году для греческой общины Бодрума, ведь Святой Николай считается покровителем моряков. Долгое время здание было в плачевном состоянии, его даже закрывали бетонным саркофагом, использовали как кинотеатр и склад, но недавно его освободили и частично отреставрировали. Церковь Святого Николая. Айя Никола. Айя Никола. Греческая православная церковь, построенная в конце 18-го, начале 19 столетия. Церковь была использована христианами для совершения обрядов. Греческими людьми, которые жили в этом регионе до обмена населением 1923 года. Это важное напоминание о мультикультурном прошлом города, когда звон колоколов здесь перемешивался с призывами муэдзина. Долгое время здание было в плачевном состоянии, его даже закрывали бетонным саркофагом. Остался только ее фасад. И кошка здесь клад зарывает.
Мгм. Нет, это был обмен населением. Мгм. I beg. Okay. We wanna have a walk and then we will see, okay? Thank you. Excuse me. The $1. Yes. Basmati. Собаки три подряд. Уже спят.
А теперь сердце вечернего Бодрума. Мы выходим на Кумхуриет-Кадеси, набережную Бодрума. Набережная какая большая, вспоминаю. Та самая набережная, которую мы видели с террасы кафе Трефл. Залив. Это длинная оживленная артерия города, зажатая между морем и бесконечными рядами белых зданий. А вот и крепость, кстати, видна отсюда, издалека. Здесь расположены самые известные бары, рестораны и лавки. С одной стороны у вас шумная толпа и запах кебаба и жареных каштанов, а с другой спокойный плеск воды и огни замка Святого Петра, отражающиеся в бухте. Это идеальное место, чтобы почувствовать ритм города и провести вечернюю прогулку. На фоне крепости. Я надеюсь, видно Галикарнас. крепость. Да. Это набережная Бодрuma. Да, один из заливов. Но это ее середина, потому что вот дальше идет опять продолжение набережной. Это набережная одна из самых больших. Небольшая марина. Из двух больших набережных. Это самая большая. Большая марина. И вот постройки, это, наверное, поселение местных жителей. Ну, они там живут однозначно. Корабль пиратов Карибского моря. Все пираты. Самый большой прикол пожариться. Отдыхать. Да, самое интересное, что кошки дерутся между собой здесь, а собаки на них не обращают вообще внимания. А собаки валяются просто Они посреди просто дороги спят и все. и отдыхают. Очень жарко.
Трап называется. С видом на залив и пляж.